зашли на Петраковскую. Давно мы тут не были, а тут уже прям красоту навели на Рождество, на Новый год. Чтобы мы не уезжали в Познань, вот такая, все отремонтируем. Всю красоту сделаем. Ну вообще, все по красоте. Лучше, чем в том году. Ну это огромная порция, реально. У меня так вообще... Ну вот, ребят. Хорошо, что курьер это принес. Вчера у нас была импреза свинтечна, корпоратив. У меня болит голова. У нас была карта с кэшбэком на Алиэкспресс. Но нас заблокировали. Дякуємо з гори. Да не кусать, нюха. Чип, это по жопе тебе. Нам это понравилось, потому что мы любим собак. Равно случается. Ну давай честно, ну реально. Мало кому интересно, фига это вот. Всем привет! Мы сегодня рано утром встали, в 10 утра, между прочим. Для нас утро, потому что мы легли в 4 утра. И, в общем-то, мы собираемся сейчас встретиться с Виталиком. Красавцы вообще. Собираемся встретиться с Виталиком и пойдем в такой классный корейский ресторанчик. Заведение. Просто там прямо обещают такие кимбимбап, вот эти вот, знаете. И плюс такие корейские закусочки дают. Ну, как в Корее, вот. Кто смотрит ТикТок и видео, русскоговорящий, кто живет в Корее, вы, наверное, видели, они вот ходят в заведение, заказывают одно блюдо основное, и бесплатно, якобы, им дают еще много разных закусочек, типа там кимчи, рис, еще какие-то салатики. И вот у нас открыли то же самое. Ну, так очень стало интересно. Знакомая уже ходила, говорила, там классно. Посоветовала. Взяли Виталика, пригласили его, сказали, не хочешь ли пойти? Он говорит, да, с удовольствием, поржем, пожрумкать, да. С удовольствием посидим, посмеемся. Короче, вот, смотрите, у меня новые джинсы, классные? Вообще, мне так нравятся эти джинсы, и кофта классная, Сашка, какой у меня красавчик. Чупсик остается дома. Я не могу выкинуть вот эту коробку от календаря, она так вот у меня и стоит красиво. Мы уже опаздываем, 15 минут ехать. И мы сейчас выезжаем с двора. И вот у нас есть такой ключ, по-польски пилот. И вот я все время путаюсь. Тут 4 кнопки. Ну, уже не путаюсь, вначале путалась. Но нужно только вот эти 2 кнопки. И я знаю, что при выезде мы нажимаем маленькую, при въезде, так сказать, нажимаем большую. И тогда путаю. Но уже не путаюсь, стараюсь не путать. И уже в этом моменте надо натиснуть, нажимать вот на эту маленькую, чтобы открылись наша охрана. О, и ворота открываются. И, как говорится, едем. Вот так выглядит наша вот рядом с оседле. Тут у нас есть почта, и там у нас еще есть заправка. И тут у нас еще рядом мойка. Туда вот тоже ездим. Но так на самом деле, еще из плюсов, что у нас тут рядом, это мой ортодонт. Пожалуйста. Вот она прямо там вот во дворах. Сейчас все такое серое. Тут вон Алди есть. Плюсов много, но знаете что? Нету аптеки прямо возле дома. Есть бедронка возле дома, тоже много магазинов. Вот, еще сегодня воскресенье и торговое воскресенье. Я в шоке, сколько в Алди машин. Саш, ты в шоке? Обычно в 17 раз меньше. Обычно пару машин только стоит в Алди. Но сейчас, наверное, люди все перед праздниками закупаются. Ну, мы, ребята, и вообще... Я такая думаю, нормально, сейчас погуляем, машину где-нибудь оставим. Сегодня же рабочее воскресенье перед праздниками. Машин столько, что нету нигде мест. Виталик звонит, говорит, я не могу нигде поставить свою машину, потому что там везде очереди. Мы думали возле мануфактуры. Везде очереди, машины стоят, машины ездят вокруг паркинга, не могут найти место, никто не выезжает, все приехали, все стоят, машины никуда не выезжают. Ну и мы, короче, увидели тут недалеко кладбище от мануфактуры и смотрим, тут место, такой паркинг. Ну и поставили тут в ямках, в лужах. Будем тут стоять уже, да? Ну, наверное, раз там нет места. Правда, идти теперь километрик. Ну, Виталику придется нас подождать, к сожалению. А он поставил на платный паркинг. Ну, он богатый. Ну, не, он так шутит всегда, да. Искали, там, ну да, да.
Ладно, пойдем. Ну, Сейчас раз вам мы покажу, где заранее- машина стоит, вы опупеете. Ну ладно, хоть где-то. Не, может где-то ближе есть, но рисковать. Рисковать не стоит, хорошее Видели место. тут, Ну, стали тут. ладно, все. Как вот так вот в празднике. Просто если бы это было обычное воскресенье, место было бы вагон туда, Ну, в куда мы торговом едем, в центре торговый было бы центр, да. вообще. Ну ладно, просто все, видите, поехали по магазинчикам. Вот пришлось, вот кладбище, вот пришлось, вот мануфактура, это на близко Леруа Мерлен. И вот тут вот мы поставили машину. Ну все, ладно. Главное, что есть место. Хочу забрать сумку. Ой. И бежим, а то Виталик там ждет. Я, честно говоря, с этой стороны мануфактуру и никогда и не видела, Саш. Вот на эту мы парковку ехали. Ну, тут их несколько. Но машины Очень выезжают, но плотненько. Даже вот тут на обочине машины поставили. И смотрите, и даже вот здесь поставили. То есть мы буквально в 2 минутах. То есть наша машина вот на этой парковке, там много мест. Ну, А хотя люди бы тут легально. поставили. Не, ну вот сюда я бы не хотела заезжать. Фьюжн стоит. Мондео. А, Мондео. О, не, ну реально плотно, посмотрите, как плотно, жесть. Так мы реально в 2 минутах поставили. Слушай, я так рада, что мы вместе дошли хотя бы там. Да, Мондео, гибрид. А Мондео есть гибрид? Вообще похож на нашу. Вот я уговариваю Сашу тоже затемнить нам вот эти задние стекла. А он пока не это. Короче, не разводится на это. Не хочет, нечего скрывать. Мы так давно не были в мануфактуре, что я просто в шоке, что тут так много людей. Либо сегодня так много людей, либо всегда так много людей. Вы посмотрите, даже на платном паркинге вот пару мест, а вот это бесплатно, но там уже вообще, не знаю, никуда не поставишь. Люди вот так кругами ездят. Но мы сейчас сели в его машину и говорим, давай попробуем туда, где мы поставили свою машину. В принципе, пройти, не знаю, до мануфактуры, до главного входа, ну, минут 5-6, да, мы шли? Там вроде было много. Ну, посмотрим, можно ли выехать. Я просто в офиге. Почему люди не заказывают онлайн все? Посмотрите, просто по пути понаставили. А вот так вот можно ставить машины? Ну, не очень. Ну, я один раз оставлял. Оставлял? Когда на медкомиссии. Так самый прикол, что и с этой стороны. Вон сколько, видите, машин? Просто я была уверена, что будут люди, но я думаю, что много людей. Может, мы неправильный день выбрали для похода Ну, в это очевидно. заведение? Либо надо было... не на Просто машине. получается так, что все люди оставили все свои планы на вот эти вот 2 воскресенья. Вот так вот выходит. Ну это вообще, ребят, поехали. Я даже никогда не была на этой улице, но где-то недалеко от мануфактуры. Шли и увидели место. Поставили прямо вот здесь, еще ближе, чем мы оставили место. Нам повезло. Правда, тут опасность есть, это голуби. Насрут, обсерят машины. В общем-то, вот. Так что все, можно теперь свободно идти, есть и гулять. Зашли на Петраковскую, давно мы тут не были, а тут уже прям красоту навели на Рождество, на Новый год. Есть елочка. И тут сделали ремонт. Ну, уже давно делали. Просто я вспоминаю, когда мы приехали, тут было перекрыто. Приехали мы 3 года назад. Вообще, ну, очень даже симпатично, аккуратненько все. Файно, элегантно. Идем дальше по Петраковской. Где-то тут наше заведение. Ну все, дошли. Находится прямо на Петраковской, начало или конец, не знаю, как это считается. Начало Петраковской улицы. Вот так называется. Надеюсь, там есть места для VIP-персон. Вам покажу полное меню. Если кому-то интересно, то мы заказываем с Сашкой вот этот бибимпап, корейский фри-чикен, а Виталик себе заказал вот этот биф булгоги. И видите, вот о чем я вам говорила, дают основное блюдо, ну, тут 250 грамм немного, и такие вот всякие закусочки дайкон, наверное, кимчи, вот это я не знаю, что, ну, рис, понятно, и вот какой-то соус. И мы еще заказали на всех вот этот мандун 6 штучек попробовать. Короче, думаю, что интересно. Тут, видите, все прямо интересно. Мне вот этот еще кимбаб понравился. Ну, Саша говорит, возможно, там, ну, там типа яйцо, омлет. Возможно, это не супер вкусно. Так поки, ну, так все. Он еще и сильно острый, решили не брать. Но все остальное нам так как-то не привлекло. Кимчи, вот это мне тоже не привлекло.
И есть вот такое сезонное еще меню. Вот такое. Вот это уже было интересно. Типа жареный рис, кимчи. Вот это такпоки, но их многовато. И мы решили не брать, раз их так много. И какие-то супы тоже как-то, не знаю, 750 граммов в шоке. Ну как-то, не захотелось, в общем-то. Пока мы взяли такой, покажу, как это выглядит в оригинале. И вот в таких боксах лежит одноразовая палочка. Вообще в восторге, так прикольно. Рис, курица и что-то внизу еще там лежит, непонятно. А, просто Ну, курица. соус. Ну это огромная порция, реально. У меня Вот это так вообще... посолиднее. Я не знаю, тут очень много, и Там тоже было в меню соусы. грамм. В районе 400. У меня 400, у тебя 250. А, тут 250? Да. И у Виталика говядина, рис и тоже вот всякие вкусные овощи. Мне интересно кимчи попробовать. Ну. Класс. Приятного аппетита. Ой, ребята, вот эти вот, я не знаю, ростки какие-то бобовые. Очень вкусно, они в каком-то маринаде сладеньком. И это тоже топ. Соус такой чуть-чуть кисленький и сладенький, и такой пряный, очень вкусный. Это я не попробовала. Кимчи балдеж, остренькие, вкусные, хрустящие. Ну и в сумме 10 из 10. А у тебя, Сашка? Очень вкусно. 10 из 10 скажи. Ну, Но это ничего, рекомендация. придраться не могу. Очень вкусно вообще. А курица балдеж. Виталик еще дал попробовать свою говядину. О, она в каком-то сладко-терьячном соусе. Просто нереально. Мне кажется, сюда ходить точно можно. Мы, как люди экономные, зашли в Carrefour. Сегодня же рабочая неделя. И мы купили колу. В Carrefour быстренько. Ой, красота, конечно, на Петраковской. Мы так редко тут бываем. Но это очень красиво. Он тоже украшает вовсю. Сейчас идем. Хотим посмотреть рынок рождественский, новогоднюю ярмарку. Вот это здание, так вообще балдеж. Посмотрите, как пирогарню украсили. Оно еще в таком здании балдежном. Реставрированный. Да, вообще красиво. Слушай, это уже не хуже этого. Как это? Поздно. Поздно, я даже забыла название. Реально. Вот сюда. Чтобы мы не уезжали в Познань, Лодь такая, все отремонтируем, всю красоту сделаем. Блин, реально давно не были, такую красоту организовывают. Молодцы. А вот и Лодская ярмарка. Ну вообще, все по красоте. Лучше, чем в том году. Намного больше домиков, карусели поставили. И туда еще идет немножко. Не, ну приятно. Такая какая-то приятная атмосфера. Какие-то камни. О, вот. Это что, чаи? Ой, как же тут так вкусно пахнет. Балдеж. Ну и вот ярмарская такая елочка. Тоже вокруг сцена. Ну, видите, сейчас же еще не вечер. Но уже, в принципе, все работает. Так миленько как-то. Вообще классно. Мне в этом году ярмарка в Лодзи намного больше понравилась. А тебе? А мне в целом ярмарки мало когда нравятся. Ну, прикольно, но не вау как. Ну вот в этом... Ну, как мне, как в Праге, во в Бельгии, Вроцлаве это было другое. классно. И во Вроцлаве была прикольно. крутая вообще. В Варшаве тоже обычно средняя. Угу. А вот во Вроцлаве было классно. Сашка у нас решил заняться спортом домашним. И кое-что себе заказал. Ну, чтобы как бы наш мультиспорт тратить только на бассейн, Угу. я не знаю, правильное решение или нет. Ну, чё нет, попробовать. По крайней мере, со скидкой. Ой, я не могу. Да, ребят, мы настолько любим скидки, что мы даже на бензине, точнее, Сашка на бензине даже умудряется найти какую-то скидку. Может, когда-нибудь расскажет, как он это делает. Сашка, расскажешь? Ну, на многих заправках есть акции. Угу. Как бы в определенные дни, например. Угу. Ну, мы в последних 2 раза заправлялись на мой экспресс, не самообслуживанием. И там вводишь, ну, выбираешь вот эта колонка, вот это, сканируешь свое приложение, карту. Ну, это вроде не обязательно. Вводишь промокод, если он есть в этот день. Но мы обычно, когда есть этот промокод. Ну, конечно. Да. Ну, 25 грошей за литр скидка. Угу. Чего бы нет. Мы заправляли 40 с чем-то литров.
Ну, вообще, очень даже приятная выгода. экономия, да. Ну и там ставишь лимит, до какой суммы ты готов заплатить. Угу. Заливаешь и в конце списывается с карты, все, забираешь чек. Балдеж. Балдеж. И вот так мы ощензаем наши пенёнзы. Ну вот, ребят. Хорошо, что курьер это принес. И это гантели. О, матка кохана, какие тяжеленные. Но они, Ой, ну вот это называется не гантель, а как блин. но они выглядят, конечно, тяжелее, чем они есть, потому что они битумичные, Угу. они там чугунные или Мгм. какие-то стальные. 3 килограмма весит. Увесисто. Короче, тут Ну, только типа. одни блины. Сколько их тут килограмм? Нужно, чтобы все не показывали. 8 по 3 кило. Я думала, в этой коробке только блины. А оказывается, еще и Ну, их оладьи. же надо куда-то навешивать. Мгм. Так, это что? Другой вес? Или какой? Не, полегче, наверное. Ну да, выглядит как будто легче. 2,5. Ты так как-то легко взял. На 500 грамм меньше. Короче, будем качаться. Ну как будем мы. Будет Сашка. Нет. Видишь, только блины в этой коробке. Давай другую. Давай. И 2 маленьких еще вот таких блинчика. Ну и вторая коробочка. А тебе не кажется, что слишком много блинов, нет? А как? Ну, чтобы был достойный вес. Угу. Ну, они просто объемные. О, наконец-то. Палка это. А подожди, это вот так накручиваешь? Да. А где стопер, чтобы не свалились блины эти? Нету Они вот тут написано вот? гигантские. Реально, вот Есть. эти вот эту стопера нету? Должны быть. Ну что я могу сказать? Вот смотрите, у нас носочки новогодние, а у Саши мандаринки. У Чипчика ничего. То есть вот так качаю. Ну ладно, окей. А, вот есть стоперы эти. Они с 2 сторон должны быть? Да. Угу. Что логично. Чипи думает, что вот эта вот маленькая штучка для него. Конечно. Вот эти стоперы. Он же любит все грызть. Ну, Собака накручиваются грызёнок. они не супер удобные. Ну ладно. Ну, об Ну, этом да. все и пишут, как бы, что... За сколько вот этот набор ты заказал? Ну, он стоит... Такие наборы, на 2 по 20, Угу. от 150 обычно стоят и выше. Ну, от 140. Нам обошелся в 110. Как бы скидка простая. В InPost Pay можно постоянно находить скидки. Ну, есть куча магазинов, которые поддерживают InPost Pay. И ты вместо того, чтобы заказать напрямую из магазина, есть кнопка «Перейти в InPost Pay», и там в приложении на телефоне добавляется корзина, и там можно применять промокоды и экономить там. Мы 50 злотых сэкономили. Ну, доставка платная, но за счет промокода все равно выгодно. Вот так, ребят. Сашка умеет экономить. Сашка не Сашка, он каждую посылку любит. Ну, не каждую, но часто старается то ли чтобы был промокод, то ли чтобы был кэшбэк. Ну, типа штанга. Можно А, ясно. навесить. Короче, у нас тут туда. спортзал домашний. Ну, написано. Да блин, Ну, ты же так я же любитель. выбрал за Ну, 100 злотых, а не за 300. Ну да. 500. типа попробовать. Если что, продадим. Ну вот, в принципе, и вся Тут распаковка. то же самое. Тут то же самое блины. И хранить мы это будем еще... Ну, подумаем. Ну, мы примерно уже придумали. Но... Ой, господи, чем больше квартира, тем больше мы места забиваем. Всяким... Ну, не барахлом, но нужными вещами, ребят. Все нужные вещи. Мне кажется, если бы у нас было и 100 квадратных метров, Саша, Да, мы бы их да. забили. Мы думали, боже, у нас столько пустых полок, они никогда не забьются, у нас вообще уже нет пустого места. На улице и 2 часов нету, 2 часов дня,
А у нас уже везде свет горит. Посмотрите, какая темень на улице. Просто серость. Хотя вчера погода была, даже как-то было теплее и светлее, прям ясно. Небо такое было ясное. Ну, короче, не это я хотела рассказать, ребят. Вчера у нас была импреза свинтечна, вот эта вот вечеринка, так сказать, корпоратив. Так классно погуляли, так весело было. Натанцевались, так гуляли, что у меня болит голова. Я вот так вот, мне так голова никогда не болела. Хотя очень странно, я же вообще не пью. Зеро алкоголя. Но, наверное, из-за того, что я танцевала, и там недалеко от меня было открыто окно, и я как-то, мне было и жарко, и как раз вот дуло в меня все, и я чувствовала себя богиней танцпола. Короче, меня додуло, наверное, задуло мне в голову, вот сюда затылком. Мне так сегодня болит голова, и мы проснулись в 11 часов. Саша вчера, ему тоже досталось, он вчера меня завозил, в час ночи только привез меня домой, так сказать, завалил меня в эту машину. Поехали! Ладно, я шучу. Вообще, очень классно было. Такие корпоративы я люблю. Все было очень вкусно. И было еще кухня, была такая традиционная польская. Именно вот такая праздничная, именно вигилийская такая кухня. Ой, так было вкусно. И, ребят, я первый раз в жизни попробовала вот этот борщ. Вообще у нас борщ, он, конечно, по-другому выглядит, Сашка. А там просто красная, ну реально красная вода. Она такая пряная. Я почувствовала там петрушку. Было очень вкусно. Перченый такой. Вот этот вот сам рассол, этот красный, он такой перченый. И увидела там кусочки бураков этих. И я была в шоке, там были пельмени. Это, или как это называется? Пельмешки такие маленькие. Но честно, мне было вкусно. Это необычно, мне понравилось. Да, все было вкусно. Рыба была вкусная, грибы были вкусные. Даже еще, знаете, что было? Квашеная капуста с горохом. Я думала, мне не понравится, но было вкусно. Но почему-то к этому всему не подают сметану. Просто я привыкла, что если капуста тушеная, надо сметану, к борщу сметану. Ну вот к пельменям сметану даже даю себе. Было вообще классно, очень мне понравилось. В следующем году, если будет, тоже бы с удовольствием пошла. Короче, в 11 утра мы встали, это дня мы встали. Чупи в шоке, потому что Чупи тоже с нами ездил. Меня забирал Чупи с Вашей. И утром, надо же, уже скоро праздник, уже скоро, так сказать, вигилия. У нас начинается торговая неделя, 2 торговых недели будет. И вот куча людей, просто, я не знаю, на парковке куча огромная машин. Некуда даже воткнуть свой красивый фьюжн, некуда воткнуть. Все едут за закупом. Ну и мы были тоже на закупах. Такая долгая предыстория. Покажу вам распаковку. Ну это не свинтеч, ну это просто вот и свинтечно, и просто все вместе. Мы уже купили карпа, но он уже в морозилке. Но вы знаете, мы будем тоже есть карп. Картоха. Куча бананов. Тут, наверное, 1,5 килограмма. В Алде была скидка на бананы. Мой любимый авокадо из Лидла. Сколько раз я не покупала это авокадо, ни разу мне еще не попадался плохой. Вот именно из этой упаковки. Только я смотрю, чтобы он был такой слегка мягенький, чтобы вот этот хвостик в авокадо, он оставался. То есть не оторвана была эта штучка, пимпочка. Вот тогда мне всегда 100 из 100 попадалось. Это молоко мы взяли с гаража, принесли. Лук. Лук всему голова. Сейчас же у нас Сашка спортсмен. Скыр. Тут белка много. Он ест творог со скыром. И что-то еще нет? Банан. И банан еще добавляют. Авокадо. Вот тут зеленые. Тут были на скидке. Я подумала, что положу авокадо к бананам, и они должны созреть. Я раньше так делала, в Беларуси когда жили, и он созревал. Все было элегантно. Булгур. Обязательно. Я захотела сделать такую кашу, ну типа плова, только как каша, чтобы был вместо риса булгур, и положу туда куриную грудку. Моя любимая селедка в этом соусе. В Беларуси я никогда не видела такую селедку. А тут это такая популярная селедка. Боже, она такая вкусная. Еще с лисичками есть очень вкусная.
Но вот это вот с луком и зеленью вообще балдеж, с хлебушком черным. Это уже немного свинтечные яйца. Ну, это в салат пойдет. Мы будем делать селедку под шубой. И было, кстати, была вот акция, типа, другой продукт, 50% скидка. И мы купили вот такую селедку в банке. Тут с луком. И этот лук тоже отправлю в салат. Будет вкусно. Я вообще люблю селедку. Мне не хватает вот таких целых селедок, как вот в Беларуси в этих магазинах продавали. Ой, ну, я так любила. Мы часто вообще покупали, потому что я обожаю селедку. Эх, две нитки. Чистить зубья. Еще один булгур. Вот такая каша. Ребята, греча. Тут килограмм. Тут килограмм гречки. В Лидле продает. Ну, на Вашане еще можно взять. Обычно вот такие упаковки продаются. И там 4 пакетика каши по 100 грамм. То есть 400 грамм обычно. А тут можно нормально купить гречку вот в таком пакете. Но я не видела больше. Гречка, наверное, в таком пакете. Но рис так не продается. Хотя, может, в Ашане. Ну, не знаю, в обычных магазинах, в Бедронке, в таких типа Aldi, Lidl, в основном вот такие вот упаковочки, то есть по 400 грамм. И купили много грудки. Потому что я хочу вот так вот сделать кашу эту. Типа плов, только каша с грудкой. И еще вот 3. Мы купили 3 упаковки. Была скидка 9,99 за вот такую пачку грудки. Ну вот и все. Будем кушать. Мы еще 2 часа уже практически, а мы еще даже не завтракали, кроме Чупи. Только Чупи позавтракал. В этом видео будет много распаковок, потому что просто мы много заказываем. Потому что у нас была карта с кэшбэком на Алиэкспресс. Но нас Ее заблокировали. заблокировали за махинации. Не знаю за что. За подозрительную активность, якобы. Ну, во-первых, не махинации, просто мы активно пользовались. Ну, как активно? Обычно оплачивал в Лидле, там еще Они просто Алиэкспресс. не ожидали, что ты будешь настолько активен, так везде пользоваться. Там вот можно было кэшбэки с каждой покупки. Даже в Лидле мы тратили деньги. Ну, там не совсем кэшбэк. Там не кэшбэки, а такие типа баллы собираешь. Какие-то камни, обломки. И за них потом можно менять на такой бонус. Например, там можно 2 евро использовать где угодно. Я даже на Lidl. И просто возвращается эта вот сумма, там 2 евро на счет обратно, кэшбэк. И, в общем-то, мы насобирали кэшбэка. Сколько? 100? Немного, очень много. Мы очень много денег насобирали, и это меньше месяца. Да, меньше месяца, не знаю, пару недель. 2 недели. Просто мы купили такие большие покупки. 2 телефона купили. Мой мы еще ждем. Сашин уже вы видели. 2 телефона, ну и так там по мелочи бензин, там туда-сюда. Ну и все. И нам написали, вы слишком активны. Не, нам ничего не написали. Нам сказали, вы заблокированы. Вы будете заблокированы через месяц. Будете заблокированы через месяц. Снимайте свое бабло. И мы, короче, все сняли. Пришлось. Короче, шарлатаны. Ну, вот на эту сумму... Нет, не на эту. Вот пока пользовались этим банком, еще заказывали на Алиэкспрессе всякие посылки. Поэтому давайте смотреть. Да, вообще нам, конечно, не дают нигде использовать деньги с умом. Мы не можем там ни сберегательный счет толком нигде открыть, нигде не вложить. Ну да. Ну, как бы где-то можно, но очень ограниченный такой выбор. Это все потому, что у нас нету гражданства. Потому что у нас даже нет сталого побыта. Ну, во многих банках сразу отказывают, да. Если ты не поляк. Поэтому мы думали, хотя бы будем вот так вот, типа, этим банком пользоваться. Хотя бы кэшбэки какие-то кэшбэки, херушки, блин. Закрыли доступ. Вот. Белорусам сложно. Ну, я думаю, сейчас всем сложно. Не белорусам, а тот, у кого нету... Белорусам особенно. Да, видите, ребят, нам еще сложнее. Во главе санкций все. Дякую, Барди. Не, дякуємо з гори. Ладно, давай распаковку. Что там? Так, это чехол на Сашин телефон. Если придет мой чехол, блин, если мы раскроем, то они поймут, какой я телефон заказала. Ребят, пока под секретом.
Ну, вы сами должны понимать, что я... ну, пока мне хочется в секретике подержать. Потом покажу уже с чехлами, и сам телефон тоже, Видимо, да. тоже похож. Я заказала 3 чехла. Дальше. Неинтересно. О, я вижу еще кое-что. А, это блок. Угу. Это блок на твой телефон? Но тут на оба. А, Ну, именно. на два. Мгм. Можно Потому что заряжать телефон сейчас- и планшет одной зарядкой. Эти козлины, простите, пожалуйста, за выражение, они продают телефон за такие деньги, вкладывают туда только провод, не вкладывают туда вот эти блоки. Блоксом. Типа, если хочешь, покупай блок за 30 баксов, за 40 баксов. Ну хер надо, блин. На Алиэкспрессе 5 баксов, еще кэшбэк. И получается почти даром. Тоже, думаю, мой чехол. Так, это что? Вот это уже интересно. Слушайте, столько посылок, я в шоке. Это почти все. Почти все. Чубик, было. как всегда, проверяет. Он в шоке. Лапки поставил. Телефонные. Опять? Мы столько же не заказываем Там на какие-то телефон. пленки, экранчики, может. Ну, достань, открой, посмотреть. Если не чехол, Это оно. еще Это один для, чехол. для телефона. Блин, ребята, короче, я вам рассказываю историю. Мы заказали на Амазоне мой телефон, потому что он там стоил лучше всего. Это была Черная пятница, самая лучшая цена. Там было написано, что доставка через... нет, доставка аж летом. Доставка типа до 6 месяцев. Да, до 6 месяцев. Но мы на Амазоне заказывали нашего ниндзю. Или нашу ниндзя. И нам отправили ниндзю через 2 недели. Даже меньше. 10 дней, по-моему. А тут уже прошло 2 недели, и моего телефона вообще просто... Кто-то там с ним уходит в этом Амазоне, наверное, трендит по нему. И забыли положить в мою ячейку, чтобы не отправить его. Так, а это что? Блок какой-то. Это я знаю? Не, я такого не знаю. Что за хрень? Кофейные весы. Ёптель, я забыла. А вот это уже интересно. Ну, с таймером. Я Угу. буду Саша мне профессионально говорит, всё мне делать. надо все профессионально для кофе. Я говорю, прошу bardzo, что хочешь? В принципе, он долго меня и не спрашивал. Поставил просто в известность. То есть это и таймер. Вот таймер для чего? Я вот не понимаю на весах. Считать время заливки, пролива, Но это важно для заварки. кофе. Да? Да. Ну, я не делаю эспрессо. Угу. Я делаю свои пшелевые методы. Сами Короче. поняли. Ну, Ну, как Просто, как так сказать, можно просто, что Саша, если Саша чем-то увлекается, то он это до глубины изучает, и даже кофе ему не интересно пить просто как кофе, ему это интересно как сам процесс. Не, ну есть же заваривание. выверенные рецепты, которые лучше всего раскрывают вкус. Вот сложно делать это с весами, которые глючные, которые не точно измеряют, и таймер на телефоне, а тут все вместе. Видите, вот если чем-то увлекаться, то до талого. Дальше. Ага, Это мы это на новое пикник. Сашино увлечение. Ходить на природу. Ходить на природу. Нет. Вы же видели, Сашка заказал себе гантели. И коврик такой. Но это коврик немножко для другого. Но он был, наверное, Но он дешевле, да? универсальный. Типа... Ну, Ну, чтобы если что, не с больно ним было можно. на полу лежать. Его можно везде, и в гараже, если что-то делать. да. Там, с машиной. О, смотрите, какие прикольные Ну. застежки, удобно. Ну и, короче, вот такая... ну мягкая, но она Ну, тонкая. Она такая должна быть. тонковатый, но На первое время. На первое пойдёт. время посмотрим. Вроде нормально. Она длинная, как пиво. А дороблает. Длиннющий. Реально, это 2 тебя поместится. Сколько у тебя рост? 1,90 м? Почти. Ну, тут еще и плюс я. Еще с 1,60 м. Не, она снова зажимаешь. О, матка кохана. Ну ладно, добре, это доробло уже собирать. Пойдет. Последнее. Мы в последнее время там к нам приходит Виталик, либо мы сами иногда вечера коротаем настольные игры. Тут называются игры планшовые. И вот, короче, Саша увидела вот такую игру прикольную. Там, получается, пингвины на льдинке, и надо их вот таким молоточком
Точнее. Не, наверное, утопить, наоборот. Если Типа ты, не кто дать первый утопил, упасть. ну да. Проигрывает тот, Кто у кого утопил, да. упадет пингвин. Что она так Вот. заклеена просто? И вот мы решили попробовать, она тоже недорогая была. У нас вообще уже много игр, мы вам, просто не снимали в это время, мы заказывали несколько еще штук. Играем, короче говоря. Нравится нам проводить так время. Ну-ка, раскрой, посмотреть, какие там пингвины. А, блин, она такая маленькая. Она маленькая, да. Блин, Ребзя, я думала, она большая. Ну, Я это думала, так. она чуть больше. Ну ладно. Это что такое? Пингвины? Мгм. Один. А вот это кто? Человечки вот эти. Это подставки. А, подставки. Вот так бьешь? Ну, нюхай, нюхай. Да не кусать, а нюхай. Чупи, это по жопе тебе. Заточки. Чупи. Оп, оп, проверяем, как реагирует. Реакция, как по коленке бьешь. Оп, оп. Чупи, это не игрушка, все. Сдрисни. Оп. Чупи, не игрушка. Так, вот это Санта-Моника. Ребята, она очень красивая, но такая скучная, в ней столько правил. Хотя она вообще недолго на этом играется, на 20-30 минут. Но там столько правил, она мне вообще не понравилась. Но она красивая, да? Мы ее хотим продать, но не знаю, купит ее кто-нибудь. Ну вот. Не знаю, купит, не купит. Ну, посмотрим. Но нам она не понравилась. Мы в нее поиграли один раз, вообще не зашла. Да, Шашок? Просто. И у нас еще есть вот про пси-пся, про псюх этих маленьких. Вот она прикольная, нам понравилась. Да, намного интереснее. В 2 раза. Угу. Там надо собак накормить, спасти, поиграть, ну и так далее. И заводить новых. Нам это понравилось, потому что мы любим собак. Ну, поэтому мы ее и взяли. Ну и вот эта игра, это вообще смешная. Shit happens. А оно случается. Ну ладно, переведем нормально. Дерьмище случается. Что уже греха таить. Сашка ее выиграл у себя на корпоративе, когда у него был там корпоратив на работе, и он выиграл. Ну, я второе место какой-то... занял. Ну, кстати, не вы, да, это второе хорошо даже, потому что за первое место была монополия, Лодка. ну, стилизованная в стиле лоди. Ну, я потом посмотрел по фоткам. Ну, это обычная монополия, просто с фотками лоди вместо там этих улиц. И с чем нам монополия? Я вообще не люблю монополию, она скучная. Ну, Саша, он еще постоянно выигрывает, понятно. Ну, Конечно, тебе скучно. Ну, типа, она какая-то вызывает недовольство постоянно. Мы постоянно ругаемся, А когда тут играем в монополию. Вот нигде мы не ругаемся, а в эту монополию мы постоянно ругаемся. Я не знаю, но он постоянно выигрывает. Понастроит своих вот этих отелей. И потом бах-бах, ты банкрот. Мы сейчас мокрые, вернулись. Хочу вам показать распаковку. Как мы можем быть без распаковок, ребят? Наш канал просто строится на распаковках. Сашка тоже мокрый. Мы только вот буквально пришли, и вот по пути прям заехали. Просто мокрые. А, блин, я опять не сказала. Представляете, у меня сегодня так голова болит, не могу формулировать свои мысли. Мы мокрые, потому что мы ходили в бассейн. Начнем с этого. Бассейн мы сейчас стараемся ходить 2 раза в неделю, ну хотя бы там 1 раз в неделю, ну по-разному, как получается. И вот сейчас среда, на данный момент среда, вечер, и мы сходили, поплавали. Такой кайф, но у меня так болит голова, я уже думала, не поеду. Хотела уже зарезигновать бассейн. Но подумала, лучше попробую, если что, всегда же можно уйти. Мы пришли, там же помимо этого еще есть такая сауна и страшная, реально очень горячая парилка. Но парилка такая, вот я не знаю, вы были когда-нибудь в бане вот в деревне? Вот там, я не знаю, там 1000 градусов тепла, мне кажется, там открывать дверь, там такой пар просто. И рядом с этой парилкой есть нормальная человеческая сауна, где можно спокойно сидеть, и вот мы, получается, плаваем минут 20, минут, там, не знаю, 10 сидим, да, в сауне. Да, и 15 минут еще плаваем. Ну и, наконец-то, дойдем до моего логического начала, с чего я начала. Распаковка. Ребята, не обращайте внимания, тут беспорядок, я сегодня готовила, ниже поставила, ну не важно.
Вот чего 3 бутылки тюбика, я не знаю, ну как сказать. 3 бутылки розмаринового, флакон, не знаю. розмаринового тоника. Я... Белебендес. Белебендес, no. Я пользуюсь для роста своих волос, шикарных, считаю, волос. Они у меня растут как на дрожжах, а у Саши выпадают. Потому что, ребята, ну что, стресс. Со мной жить — это большой стресс. Еще чупсик. Вот, и Сашу подсадила. И, короче, у меня уходит очень быстро. Но я стараюсь каждый, помыв головы, пользоваться вот этой розмариновым этим тоником. И было, ну не 2 по цене одного, а у Саши была акция, типа закажи на... Инпост Pay. Там скидка 50 злотых была. От 150, а чтобы купить на 150, надо 3 флакона. И я, конечно, ну я не могу рекомендовать. Ну просто вот я сама себе покупаю, мне нравится. Если кому-то интересно, она стоит 45, где-то 50 злотых за 100 миллилитров. Ну в разных магазинах, может там где-то 50 злотых. Но мне нравится. А тебе, Саша, нравится? Ты Пахнет прикольно. No. Я купила на Алиэкспрессе такую баночку. И тут получается как расческа, но только в этих расчесочках, в этих штучках, там такие маленькие дырочки. И получается, ты прочесываешь голову мокрую, и тоник сам распределяется по голове равномерно. И это так удобно. Я теперь вот этим пользуюсь. Но мне кажется, расход теперь больше стал. Ну, что поделать. Красота требует жертв. Я пока помылась, Сашка быстренько сбегал за остальными посылками. Ну, у нас еще 2 или 3 в пути. Но мы ждем. Ну, вообще посылок больше в пути. Это вот, которые в почкомат еще 2 придут. Начало месяца мы, короче, назаказывались. Ой, там у нас такие грандиозные посылки. Ребят, вот это Адоробла будет у нас стоять всю зиму. Я не знаю, она меня так бесит. Ну, блин, а как еще белье сушить? Так, я недавно узнала, под конец своего ортодонтического лечения, я узнала, что, оказывается, вот эти нитки флосс, которые специально для того, чтобы чистить зубы, у кого есть брекеты, ну, тут называется этот аппарат, они стоят на Allegro 8, ну, там 9-10 злотых максимум, представляете? А я их покупала всегда за 25 плюс. Ну, это развод денег. 30 в Росмане. Я просто офигела. Ой. И мы решили поискать альтернативу. Мы просто когда увидели 30, что за вот одну штучку, тут их 50 ниток. Они же одноразовые, я же не буду их по 2 использовать. Короче, вот. Хотя, в принципе, теоретически можно было бы по 2 раза использовать. Ну, типа, все равно оно же выгрязняется, да. загрязняется. Те, что за 30, надо по 2. Те, что за 9, можно... Можно, да, один раз. Еще мы купили себе новую щетку для чистки. Какая-то Oral-B, то ли 6-я версия, то ли 5-я. 6-я версия. И теперь, ну, еще щетки, короче, дополнительные купили. Так, следующая посылка. Это кофе. Ну, это не супер интересно. Ну, давай честно, ну, реально. Мало кому интересно. Свежая обжарка. Саша такое покупает. А вот это, я не знаю, но оно красиво выглядит. Упаковки такие балдежные. Посмотрите. Выглядит как чиппинг-корн. Немножко. 2 одинаковых. Они разные. Ну, я не знаю. Ну, ты вот чувствуешь разницу? Да. Обычный кофе, который типа лаваца продается в магазине, и вот этот свежеобжаренный. Я лавацу обычного и не пил уже несколько лет. Может, не лет. Не, наверное, лет. Ты давно уже не пил. Когда у нас был еще рожок лидовский. Это уже давным-давно. Потом капсулы мы делали. Да. А сейчас воронка. Что там нюхаешь? Ну, ты это что? фига. Фига. Фига это вот, Сашка. Вот это фига. Что, ты понюхал уже все? Давно никто не видел чупсика, а вот он, жив-здоров, прекрасно себя чувствует, лохматый, пузатый, поел, шикарно, коробку на выброс. Ну и стандартово-азиатская посылка. Блин, так скучно, Ребзя. Можно было не включать камеру. Ничего интересного.
Короче, это этот соевый соус. Мы всегда его заказываем. Мы же делаем дома суши. И стандартово у нас должна быть... Блин, а это меньшая упаковка. 50. Раньше было больше штучек. Это 50. А Ну, почему не 100? Раньше было 100 нори. Ну, какое было? Слушайте, уменьшили. То есть цену оставили ту же, а количество нориков уменьшили. Ну, короче, вот и все. Такая распаковка. Ну, чтобы вам вообще не было скучно сегодняшней распаковки, еще нам пришло вот такое масло. Сашка заказал. Тут литр. И посмотрите, в какой красивой бутылочке. Мне кажется, вот такое масло должно стоять в каком-нибудь типично итальянском магазинчике. Такой, знаете, где там всякие лухарные продуктики итальянские. На прилавке будет стоять вот такие разные красивые масла, вяленые томаты, всякие фокачча, макача, нарезки. Короче, вот такой вот у меня такие ассоциации вызвало это масло.